Вітаю вас у своєму саду, я Світлана. Мій садок знаходиться зовсім недалеко від Києва. І ви в мене в гостях. Сьогодні підбиваю підсумки своего 5-го сезона в саду. За несколько минут мы увидим весну, лето и осень. Расскажу о том, каким он был. Сложным, красивым и непредсказуемым. Сезон 2024. Идемте, посмотрим, будет очень красиво. Долгожданная весна наступила вдруг и сразу. После довольно прохладного марта случился апрель. И расцвели крокусы. Эти цветы я, честно говоря, в своем саду раньше не видела. Меня они как-то не сильно привлекали, крокусы. Но решила для пробы посадить, чтобы нарциссы немножко позже, чтобы они разбавили нарциссы. И я влюбилась в крокусы. Оранжевые, темно-фиолетовые, в полосочку. Они украшали сад, так же, как и гиацинты, ярко. В этом году я даже осенью досажала вместе с вами очень много крокусов. И ботанических, мелких таких, и обычных. Будем ждать апреля. Хвойные начали свои лапки зеленые распушать, показывать нам. И помните, как мы сравнивали шишки, розовые шишки на еле инверса и на еле акракона. На заднем плане начала цвести магнолия. Апрель вообще был очень быстрый, стремительный и теплый. Древовидные гортензии даже с листьями были уже в середине апреля. Хвойные только-только, видите, какие лапки? А у гортензий древовидных какая листва большая. Расцвела магнолия. Это магнолия альба суперба, суланжа. На заднем плане спирея грефшейм, формированная штамба, украшает сад. Штамп — это я просто подняла ветви, вырезала всю поросль. У меня есть видео на канале, как я это делала. Довольно непросто, потому что спирея очень сильно разрастается, чтобы много места не занимала. А потом расцвели тюльпаны. Тюльпаны у меня были на маленькой круглой клумбе, очень много их. Но со временем я их не выкапывала, и они углубились корнями в землю, и где-то часть тюльпанов потерялась. Я пыталась их выкопать, куда-то пересадить, но, честно говоря, с тюльпанами дружба была у меня небольшая. Но я решила в этом году все исправить. И ранней весной купила целых 3 ящика тюльпанов после выгонки. Мы их вместе сажали осенью. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, как они расцветут. А потом я еще приобрела пару гортензий крупнолистных. В этом году решила поставить себе такую цель — украсить сад крупнолистными гортензиями. Посмотрим дальше, что у меня из этого получилось. А еще в моем саду очень много флоксов. Я часть пересаживала, часть рассаживала, сорта не знаю. Вот такие красивые флоксы. Это почвопокровное растение, которое и от травы, от бурьянов, от всех скрывает землю и просто украшает сад. Ну а потом наступил май.
Честно говоря, май, наверное, мой любимый месяц. Еще не так жарко. Несмотря на такой жаркий апрель, он был в начале мая немножко прохладный. Я очень ждала цветения рододендронов своих. У меня их уже 18 сортов по саду растет. И я прямо ходила и заглядывала, почки вот-вот раскроются. Ждала и дождалась. Красивые и фиолетовые, и махровые, и, в общем, разные-разные. Я сделаю вам обязательно видео отдельное по цветению рододендронов. Это как раз Перси Вайсман, Пуши Purple. Ну, по сортам расскажу. В общем, дождалась я цветения рододендронов. Они хорошо, как и розы, немножко с разбежкой по времени начинают свое цветение. Красиво пчела по цветку лазила. Всякие разные сорта и первые цветы, яркие краски необычайно украшают сад. Если вы еще не посадили азалии рододендроны, обязательно исправьте эту ошибку. Так вот, зацвели мои рододендроны, и вдруг случились заморозки. Вот этот рододендрон цвел всего 1 день. Было -2 ночью. Все вот эти шикарные мои цветы засохли, почернели и потом опали. Только самые нижние в глубине куста сохранились. Магнолии. Я переживала, что и пионы. Вот такое недолгое зрелище цветения было. Я успела только чуть-чуть снять свои цветы. Подумала я, посидела, расстроилась, конечно, очень. А смотрите, паук на бабочку нападает. Я вот это только видео, когда выкладывала, увидела. Бабочка улетела. Печалилась я не сильно долго, потому что я знала, что впереди в саду меня ждут еще очень много красивых цветов. И расцвели ирисы. Ирисы у меня частично сортовые, немного их. И в основном такие обычные темно-фиолетовые, где-то я видео не нашла. И вот такие белые и голубые. Сорта у меня где-то есть, но сорта мне не принципиально. Мне нравится колыхание лепестков больших, красивых. И ирисы очень по-разному пахнут. Первые такие цветы, ароматные ирисы. И потом расцвели пионы. В этом году порадовали меня новые сорта. Один какой-то я вообще первый раз увидела сорт, сейчас вам покажу. А этот куст разросся, Coral Sunset. И вообще пионы в этом году не померзли. Я ходила, честно говоря, переживала, но все хорошо. Вот этот сорт я еще не определила. Будем вместе с вами определять, когда видео по пионам сделаю. Вот это точно знаю, Ангел Чикс, пион. Это опять Coral Sunset, когда он уже отцветает. Очень мощный куст у меня, быстро набрал рост и вес. Май подходил к концу, и зацвели розы. Розы – это отдельная песня цветочная. Их цветение кружит голову и просто сносит крышу. Зацвели все одновременно. Их в саду у меня больше 200 кустов. Я бы сказала, что особого какого-то ухода я своим розам не делаю. Как и все растения, обрабатываю инсектицидами, фунгицидами, может быть, немножко чаще. По сортам роз я вам рассказываю. И цветение в начале июня было, честно говоря, волшебное. Температура стояла благоприятная, заморозки уже не предвиделись, розы зацветают все одновременно. Вот этот большой розовый круг, у меня тут 72 куста. Я вам часто про него показываю, и вот показывала, как я его укрыла, сейчас он уже зимует. Посажены в шахматном порядке, треугольник 50-50-50.
У входа на розовый круг посажено 2 плетистые розы Полька и вот эта Сабрина. Красивая роза, часто вы спрашивали. Потом клематисы у меня начали один за одним. Я скажу, что с клематисами я еще не подружилась. У меня всего 3 сорта. Про них, может быть, в следующем году расскажу. Одни нарастают просто сильно-сильно, а другие по 3 цветочка мне покажут, и все. Мадемуазель Миян в кадр попала. Такая яркая, красивая, очень высокая, статная роза. Она у меня растет еще 2 куста в другом месте. Недавно я обзор делала. И вообще по сортам роз можно зайти, отдельный плейлист есть. И я там показываю и рассказываю про свои розы. Люблю их очень. Я не знаю, как можно любить одни цветы, не любить другие. Я в саду своем люблю все цветы. Ну, рододендроны больше всех, оговорюсь. Вот такие ливни у нас случались, прямо валили все розы. Конечно, они намокли, и многие сорта, которые дождь не держат после такой погоды, выглядели неважно. Но сам факт такого ливня радует. Полил сад одновременно. Это роза Наранга. Она в глубине с такой чернотой. Это Love Song. Вообще по розам... я вот недавно делала видео по розам Барни. Это барок, плетистая роза в каплях дождя. Средний держит дождь, цветы розы барок. А это, по-моему, ванила Мейдиленд. И расцвела моя первая роза посадки этого года. Гёте. Очень понравился сорт. Присмотритесь, кому, если нравятся такие темно-фуксиевые розы, можете Гёте розу заказывать. Домен Дитьер в кадр попала. Ну, в общем, сад цвел и благоухал. И опять же, ничего не предвещало того, что случилось в июле. Ну, июль начался довольно хорошо. Лаванда вместе с Глория Дэй, смотрите, как красиво переливается на контрасте красками. И начала свое цветение древовидная гортензия, сорт не знаю, Аннабель или Стронг Аннабель, но очень огромные у нее шапки. Вот в этом месте ее уже нет. Вы видели, как я пересаживала отсюда все кусты, и у меня понад забором еще много этой гортензии, которая переехала по известным вам причинам. Зацветает астильба, лилейники. За астильбу вы спрашивали, стоит ли ее в сад высаживать. Я считаю, стоит. Мне нравятся вот такие пушистые красивые метелочки. Они оттеняют зелень хвойных и красиво делают акценты на клумбах, где только хвойные растения и мало цветов. Впереди меня ждало буйное цветение моих крупнолистных гортензий в предвкушении этого такого фееричного действия. Я накупила еще себе в сад гортензий, много сортов, не все цвели. Есть отдельное видео, как я рассказываю про свои крупнолистные гортензии. Это я меняла цвет, это мой череночек. Мы все с вами видели вместе. В общем, все было очень красиво и долгожданно. Это крупнолистная гортензия, бесконечное лето. Вот так красиво она начинает свое цветение, а потом чисто розовая становится. И вот-вот метельчатые гортензии должны были расцвести. Но тут случилось жара плюс 43. К
сожалению, на этом видео первую часть свою мне придется прервать по техническим причинам. У меня программа дала сбой, и я побоялась, что все видео слетит, и я даже его не доделаю. Поэтому вторую часть я обязательно через несколько дней выпущу, когда Вадим Петрович поставит мне новую программу, и я там перенесу данные свои и сниму. Я думаю, мое видео, первая часть, сезон 2024 в моем саду, вам понравилось, и вы немножко окунулись в весну и лето. Ну а что будет дальше, я вам обязательно расскажу. Дальше будет очень красиво. Гладиолусы, крупнолистные гортензии, метельчатые, розы, хвойные. Встретимся через несколько дней.